связи с нестабильной ситуацией в мире в последние 2 года многие знаменитости сетуют на безденежье, жалуются своим подписчикам в соцсетях и в интервью. Вот некоторые из них. Миллиардер Михаил Фридман, который оказался под санкциями Запада, дал интервью и пожаловался на свое бедственное положение из-за заблокированных счетов. Миллиардер, который сейчас находится в Лондоне, отметил, что теперь не знает, как оплатить даже небольшие расходы, например, на уборщиц. Фридман также заявил, что у него нет недвижимости, кроме дома в Лондоне, который он приобрел в 2016 году за 65 миллионов фунтов, дома в Москве и квартиры родителей в Латвии, и что у него нет ни яхты, ни самолета, которые можно было бы конфисковать. «Я не знаю, как жить. Я не знаю. Я действительно не знаю», признался журналисту Фридман. Актер Марат Башаров, недавно уволенный из театра «Школа современной пьесы», в передаче на НТВ пожаловался на безденежье. Купивший недавно катер, артист заявил, что не может позволить себе приобретать квартиры с целью сохранения капитала. По словам Башарова, его накоплений не хватит на покупку недвижимости. «Так мы не зарабатываем, чтобы иметь возможность вкладывать в квартиры. Сейчас съемок мало, в театре тоже мало работы», – сказал артист. Несмотря на то, что сбежавшую в Латвию артистку Чулпан Хаматову приняли в Рижский театр, пока построить карьеру она там не смогла. В то же время в России она лишилась больших гонораров, которые получала за участие в различных съемках и проектах в России. Недавно просочилась информация о том, что Хаматова жалуется бывшим коллегам на жизнь за рубежом. Все очень дорого, а денег минимум. Ее уже замучили организаторы антироссийских митингов и акций, на которых она обязана выступать, демонстрируя свою лояльность. В части карьеры полный ноль, сообщил источник. Когда ввели очередные ограничения из-за новой заразы, артисты аншлага потеряли последние концерты и не выдержали. Некоторые обратились в прессу и начали жаловаться на бедность. Мол, еле сводим концы с концами. Даже у Добовицкой приходится в долг брать. Пожаловались Владимир Винокур, Николай Бандурин, Геннадий Ветров и некоторые другие артисты аншлага. Они обвиняют кого угодно в своих бедах, кроме себя. Заразу, зрителя, который больше их не смотрит, государство и так далее. Другие юмористы и артисты открывают онлайн-школы, телеграм-каналы, свои YouTube-шоу, ходят на открытые микрофоны, снимают скетчи в ТикТоке, проводят прямые эфиры, а аншлаговцы просто жалуются. Известная российская балерина Анастасия Волочкова продавала 20 своих квартир в Астрахани. Все из-за нехватки денег. Ей не хватает денег на содержание своего дома. «У меня расходы большие, потому что надо содержать все это красивое имущество. Нужно платить зарплату людям. Я не прибедняюсь. Я считаю, что у меня все прекрасно, но временами бывает тяжело», призналась балерина. Предварительная стоимость квартир минимум 250 миллионов рублей. Все 20 квартир балерина получила от отца своей дочери Игоря Вдовина. Таким образом, мужчина погасил многомиллионный долг. Неожиданно, но именно эти известные в России певцы Виктор Рыбин и Наталья Синчукова стали одними из первых, кто стал жаловаться на свою бедную жизнь. Пара рассказала, что у них нет никаких сбережений, а все деньги уходят на лечение от онкологии, на которое уходит очень много денег. Известно также и то, что относительно недавно Рыбин хотел сделать доброе дело и решил вложиться в строительство детско-юношеского комплекса по различным спортивным дисциплинам и прогорел. Также его деньги уходят на собственный теплоход, который, очень дорого содержать. «Осталось 31 тысяча рублей», заявляли они на ток-шоу во всеуслышание. Алексей Панин, пару лет назад переехавший в Испанию, сделал откровенное признание. Артист пожаловался на безденежье. С Алексеем Паниным некоторое время назад расторгли все контракты. В настоящее время актер живет в Испании на накопления, которые заканчиваются. «В кино мне дорога закрыта давно. Я все время, что живу в Испании, приезжал в Россию на 2 съемочных дня. С 2015-го на меня идет волна хейта. Мне перекрыли вход на все федеральные каналы. Денег осталось на небольшое количество времени. У меня ребенок, его надо кормить», – посетовал артист. Алексей понимает, что вряд ли сможет построить карьеру в Европе. Артист осознает, что его не позовут больше на главные роли, при этом он не желает играть в эпизодах. «Надо что-то думать, что пока не знаю», – сказал актер в интервью, которое надал одному из YouTube-каналов. Имена Иосифа Пригожина и Валерии и просьбы о помощи часто стояли рядом во многих заголовках.
Они первыми громко заявили о том, что остались без денег, а государство должно им помочь. По слухам, Пригожину удалось тогда получить денежную помощь в размере 12 тысяч рублей. Однако, правда это или нет, никто не знает. Да и неужели у Валерии нет счетов в банке или недвижимости, которые можно продать? Музыкант Леонид Агутин жестко раскритиковал положение российских артистов на международном музыкальном рынке. Он объявил, что западные представители шоу-бизнеса получают куда большее финансирование, поэтому и пользуются мировой популярностью. Леонид Агутин убежден, что если бы российским артистам выделяли достаточно денег, то уровень отечественного шоу-бизнеса был бы гораздо выше. «Мы бедны, мы нищеброды», – остро выразился артист. Леонид Ермольник пожаловался на безденежье в период пандемии коронавируса. В течение нескольких месяцев он не получал ни копейки, поскольку был вынужден остановить показ спектакля. Ермольник посетовал, что артистам практически невозможно предугадать востребованности своей работы в сложившихся условиях. Дана Борисова в своем личном блоге пожаловалась на безденежье. «Я сегодня пожаловалась абсолютно всем, даже соседкам и продавцам в магазине. Безумно плохо без съемок. Финансово тяжело. Полное же. Но Бог услышал мои молитвы. Мне позвонила шеф-редактор одной из любимых программ на моем любимом канале, и она пригласила меня на съемки». Известный российский художник Никос Сафронов резко осадил звезд, которые стали жаловаться на снижение доходов и даже безденежье. По его мнению, некоторым звездам нужно прекратить это делать, а заняться тем, что сейчас востребовано. Если ты стал певцом, то пой так, чтобы тебя хотели слушать. Ты должен быть постоянно в процессе. У многих же довод один: «Я гениален, мне должны платить». И все, они больше ничего не делают. Не жалуйтесь, вы сами выбрали эту профессию. И доход зависит от вас. Если у вас его нет, ругать нужно себя. Значит, вы не так что-то делаете, резко высказался Сафронов. Музыкальный критик Сергей Соседов усомнился в том, что звезды могли иметь реальные финансовые проблемы, связанные с пандемией, и раскритиковал знаменитостей, которые делают такие заявления. Он предложил рассказавшим о трудностях знаменитостям продавать их виллы, яхты, квартиры и другую недвижимость. По его словам, с трудностями могут сталкиваться театральные артисты, но неизвестные лица шоу-бизнеса. По его мнению, для последних вообще стыдно так заявлять. Пишите свое мнение и подписывайтесь на канал, впереди много новых новостей.